Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні за вашими проханнями поділюсь рецептом українських бубликів з маком. Це саме ті бублики, які ми пам'ятаємо з дитинства. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество я, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. И я их уже разделила. Это для опары, вот, мука, вода и дрожжи. Все остальное буду добавлять потом. И также для замеса теста мне понадобится еще 3 или 4 столовые ложки воды. В теплую воду добавляю дрожжи, вода температурой 27-30 градусов. Не надо подогревать сильнее. Дрожжи должны быть свежие и хорошо крошиться. Их здесь немного, всего 5 грамм прессованных. Все это хорошо перемешиваю до растворения дрожжей. Также можно заменить и сухими, но берите не быстродействующие, а активные. На них можно поставить опару, они добавляются именно в воду. Выдерживают длительное выбрашивание, обминки, а взять их надо в 2,5 раза меньше, чем прессованных. Все, дрожжи полностью растворились, выливаю муку и замешиваю опару. Муки для опары надо взять до 40% от общего количества. Я взяла именно 40, то есть 200 грамм. Всего для замеса понадобится 500, 200 беру на опару, а всю остальную 300 добавлю уже при замесе теста. Опара должна получиться средней консистенции, то есть вот такое вот мягкое тесто. Вымешивайте до однородности, чтобы не оставались комочки муки, и замешивается она без добавления сахара. Все, опара полностью готова. Собираю ее в шар, накрываю пленкой и оставляю при комнатной температуре на 2-2,5 часа. Буду следить за опарой, чтобы она не осела, чтобы дрожжи не потеряли свою силу. Опара подходила 2 часа. Вот посмотрите, в середине начинает оседать. Это говорит о том, что она полностью готова. Хорошо выбродилась. Вся покрыта пузырьками. И здесь у меня 4 столовые ложки воды. Добавляю сюда соль. Да, температура такая же, как и для опары, 27-30 градусов. Сахар. И все это хорошо перемешиваю до их полного растворения. Выливаю к опаре. Добавляю размягченное сливочное масло. И перемешиваю до соединения продуктов. Высыпаю муку и замешиваю тесто сразу ложкой, как всегда, а вымешивать буду руками. Зачищаю стенки миски, собираю все эти продукты в тесто. И когда она уже остается чистой, домешиваю на столе. Не подпыляя коврик мукой, не смазывая растительным маслом, такое тесто не прилипнет. И я свою муку знаю, поэтому добавила 4 столовые ложки воды. Но ее количество зависит от влагоемкости муки, то есть сколько мука может ее в себя взять. Поэтому вам может понадобиться немного меньше или наоборот больше. Начинайте с меньшего количества, допустим, с 2 столовых ложек. Растворите в этой воде сахар, соль и замешивайте тесто. А по надобности, если тесто получится очень твердым, в процессе замешивания воду добавите. Я показывала в своих видео прошлых, как добавлять воду уже в готовое тесто. Вот так вот его растяните. Добавьте столовую ложку воды, размажьте ее по тесту и продолжайте вымешивать. Да, сразу оно начнет прилипать к рукам, будет мокрое, неприятное, но потом вымесится, станет более мягким и однородным. Посмотрите на тесто, оно совсем не текучее, вот так вот хорошо сохраняет свою форму. Продолжаю вымешивать. И вымешивайте так, как вам удобно, как легче на руки. Можно вот таким вот образом или придавливая этот колобок вот этой частью ладони. Таким образом тесто не так растягивается, получается не такое рваное, более гладкое. И учитывайте то, что пока вы его месите, тесто более плотное, а когда полежит, станет немного мягче. Получается вот такое вот приятное тесто. Посмотрите, гладкое, плотное, совсем не липкое, но не твердое, не каменное. Все тесто полностью готово, делю на 8 бубликов весом по 100 грамм. Там немножко больше, если быть точным, по 102-103 грамма. Подходить ему не надо, только замесили и делите на кусочки.
Теперь все эти кусочки надо подкатать в круглые шарики и сделать из них такие плоские лепешки, плоские и круглые. Подтягиваю краешки теста со всех сторон в середину и хорошо придавливаю. Подкатываю в шарик, защипываю вот этот вот узелок. Тесто с двух сторон должно получиться гладким. Тогда и бублик будет гладкий и красивый. И немного раздавливаю ладошкой в плоскую лепешку, тем самым закрепляя шовчик, узелок, чтобы он тоже получился гладким. Точно так же подкатываю все остальные. Если тесто подсыхает, неудобно подкатывать, оно шуршит на коврике, скользит, смазывайте его немного растительным маслом, только совсем чуть-чуть. Не надо, чтобы тесто на нем плавало, просто чтобы коврик не был сухим. Вот посмотрите, с двух сторон тесто гладкое, как сверху, так и снизу. Накрываю пленкой и оставляю где-то на 15 минут. Пусть тесто еще немного подойдет, клейковина расслабится, и только потом уже начну формировать бублики. Тесто отлежалось, прошло 15 минут. Начинаю делать бублики из тех кусочков, которые подкатала первыми. Смазываю коврик маслом совсем немножко. Прокалываю тесто в самой середине. И сразу вот так двумя пальчиками растягиваю постепенно. Не надо его тянуть насильно. Вот так прокручивайте, и тесто само по себе растянется. Когда уже место есть еще для двух пальцев, растягиваю уже на 4. Вот так хорошо поддается тесто. Можно даже вот таким вот образом растягивать тесто под своим весом. Так получается еще быстрее. И теперь его можно прокатать по столу, слегка прижимая. Прокручиваю как колесико, сверху просто придерживаю, а этой рукой раскатываю. Вот такой получается бублик. Перекладываю на досточку. Я ее не смазывала растительным маслом и не подсыпала мукой. Тесто плотное, оно не прилипнет. И сразу же накрываю пленкой, чтобы не подсыхало. Беру следующий кусочек, снова прокалываю посередине и постепенно растягиваю. Прокатываю по столу, и бублик готов. Сделайте пару раз, и у вас получатся ровные красивые бублики. Если вы заметили, что где-то он потолще, где-то потоньше, раскатайте и выровняйте. Если чувствуете где-то пузырек воздуха, прокалите и выдавите. Бублик раскатываю диаметром 11-12 сантиметров. Это по крайним стеночкам. И вот в таком вот виде под пленкой оставляю на целый час. При комнатной температуре. Вот это первые, видно, что они уже немного подошли, а это вторые. Прошел целый час, бублики подошли, и к этому времени закипела вода. И нагрелась духовка. Температура 200 градусов, но можно и выше, 200-220. Это смотря насколько сильно пекут ваши духовки. К воде добавляю сахар. Из расчета на 1 литр воды столовая ложка. У меня здесь 2 литра. Уменьшаю огонь и начинаю обваривать бублики. И в то время, когда я обвариваю один бублик, остальные накрыты пленкой, чтобы не засыхали. Так, аккуратно опускаю донышком вниз, отсчитываю 8 секунд, переворачиваю, снова 8 секунд, достаю из воды, жду, пока она стечет, и переношу на листик вот таким вот образом. Не бойтесь, само тесто не горячее, горячая только вода, поэтому давайте ей стечь и смело перекладывайте. Вода не должна кипеть, только поддерживайте температуру 80-90 градусов. В кипящей воде бублик обваривается только сверху, и потом при выпечке начинает трескаться. Поэтому следите, чтобы вода не кипела. Вот, стекает вода. И я прямо над кастрюлей переворачиваю и перекладываю на листик. Загружаю следующий. А этот посыпаю маком. И к тому времени, когда обварятся бублики, духовка должна быть обязательно нагрета. Они не должны стоять лишнее время, ждать, подсыхать, потому что в таком случае на них не будет блеска. Они должны оставаться мокрыми.
И как только первые бублики уже будут допекаться, останется там буквально 1 минута, буду обваривать следующие. Все бублики готовы, выпекались они по 17 минут, каждый листик. При температуре 200 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Бублики румяные, глянцевые, хорошо пропеклись, мягкие, но не настолько, как обычная дрожжевая выпечка. Видно, что они не пышные. И вот такие вот они на разрыве. Видно, что разрываются с небольшим усилием. Тягучие, жевательные. Внутри мелкопористые. Еще раз покажу, насколько мягкие. Бублики получаются вкусные, но я думаю, многие помнят, какими они были. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными бубликами і приємного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.